Привет! Меня зовут Алиса, и вы на моем канале. Героиня сегодняшнего видео Татьяна, экспат со стажем. Она путешествует в одиночку, но за этой внешней хрупкостью скрывается 5 лет переездов, адаптация и поиск работы. Из России в Турцию, Оман, Дубай и Таиланд, и это точно не финал ее истории. Я снимаю это видео, потому что очень многие люди задумываются о переезде, но вместе с этим желанием почти всегда приходят страхи. Страх неизвестности, страх оставить близких, уехать в другую страну и начинать все с нуля. А вдруг что-то пойдет не так? И у каждого свои сомнения и свои вопросы, и ответы на них я надеюсь найти сегодня вместе с Татьяной, человеком, который прошел этот путь не один раз и хорошо понимает реальность жизни за границей. Интересно, что у нас с Татьяной во многом похожий путь. Мы обе родом из Хабаровска, потом переехали в Москву, пробовали жить в Турции, а сейчас живем в Бангкоке. И именно здесь и познакомились. Поэтому сегодня мы встретились в парке Люмпини, чтобы просто погулять и поговорить обо всем этом вместе с вами. Первый блин, возможно, будет комом, но мы стараемся все для вас. Меня зовут Таня. Меня Алиса. Я живу и работаю за границей уже 5 лет. Смотрите это видео до конца и ставьте лайки, подписывайтесь на оба наших канала, там много чего интересного. И мой первый вопрос был, почему Татьяна выбрала именно Бангкок, почему не Пхукет и не Паттайю, потому что очень многие экспаты выбирают именно эти города из-за близости к морю, из-за более дешевых цен на продукты и жилье, на русское комьюнити. В общем, почему Бангкок? Это так необычно. Меня всегда привлекал вайб больших городов. Наверное, потому что я сама из маленького города, да, Хабаровск не такой-то большой, сколько там, 600 тысяч населения? Ну, да, меньше миллиона, но и не прям маленький. Ну, такая культурная столица Дальнего Востока. Да, согласна, но для меня он в какой-то период времени стал очень маленьким. Вот это одна набережная Хабаровская. Я очень люблю всех хабаровчан, но... Я тоже люблю, я тоже из Хабаровска. Да, это все моя юность, все там прошло, все прекрасно, все друзья и до сих пор там. Но он для меня стал действительно маленьким. И я переехала в Москву после этого. И потом... Одними дорогами ходим. Да, одними дорогами ходим, а встретились в Бангкоке. Да не говори. Вот еще одной дорогой идет товарищ. Хочет нам дорогу перейти. Давай мы его пропустим. Он Дальше как-то не пока- очень торопится. Но ты из Я не могу Хабаровска ничего сразу решила в Бангкок поехать? Или Нет, как-то нет, тебя у меня не сразу сюда дороги был привели? очень интересный и обширный опыт в промежутке между Бангкоком, о чем я, собственно, и начала вести свой YouTube-канал. У меня случился mental breakdown. Нет, ладно, это был экзистенциальный кризис, скорее всего, кризис среднего возраста, потому что я работала юристом в корпоративном банке и переехала в Москву тоже по работе. Соответственно, я работала в Хабаровске банке, перевелась в банк в Москву. Но Москва оказалась для меня сильно сложным в плане работы городом. Как город прекрасен, я любила и до сих пор люблю Москву. Мне кажется, в Москве еще сложно жить одной. И Да. дорого, и сложно. Если ты семьей переезжаешь, как-то это вот проще. Это- Ну, в чем-то сложнее, в чем-то проще будет. Согласна, да. И если тебе плюс еще приходится снимать жилье и вот это все, там, большие города, мне кажется, везде большие города, большие расходы. Но я всегда знала, что профессия юриста это было так, как сказать, не совсем мое, и поэтому я работала просто как. Закончил школу, да, пошел в институт, получил образование, и что надо? Работать по профессии, а потом пенсия, все, и пошел. И как бы я все понимала, что я не хочу этим заниматься, а что делать, я не могла понять. А ты сколько в Москве, получается, прожила? Где-то год, может, даже меньше, скорее всего. Я переехала-то, кстати, в пандемию. Мне все говорили в Хабаровске: ты чего? Как ты едешь в самую такую, там все закрыто же. Ну да, мы все дома сидели. Как бы не очень был хороший период для изменений своей жизни. Но я уже просто как бы не могла. Мне хотелось каких-то перемен. И, соответственно, я поехала. И в Москве уже я поняла, что все, я уже не хочу ни работать, ни юристом, ничего. И я уехала. А в один прекрасный день просто уволилась одним днем
И уехала работать в Турцию гидом. Собственно, Тоже так кардинально. да. Но Да, для этого, потому что наверное, нужен какой-то навык общения на английском языке. не нужно, хочу вам открыть секрет. Это работа вообще для молодых, так сказать. Мне было 29 лет на тот момент. И меня уже брать-то не хотели, потому что как бы старовато немножко для этой работы. Эта работа, вот не знаю, ездили пакетными турами же ездила когда-нибудь в Турцию? да? Ездила, ну, да, тоже так давно, наверное. Ну, я поняла, это вот в автобусе. Да, когда в автобусе вот едешь. этот вот вам Турция, посмотрите направо, налево, все, вот ваш отель, до свидания. Я уехала в Турцию, да, ничего там не надо было, но это был как глоток свежего воздуха. Ой, какой сладенький, простите. Сезон в Турции, это было одновременно и ужасно, и очень интересно, потому что работа не из легких, там не было выходных, был график очень сложный, там и ночью. Ну, в общем, у меня было очень мало сна, но одновременно это ощутилось как каким-то свежим воздухом, потому что я просто сделала шаг в никуда, абсолютно из классной, стабильной атмосферы работы корпоративной, да, в банке, юристом, я просто шагнула куда бездну. Вот знаешь, что хочу сказать? Очень многие люди, да, им хочется попробовать тоже какой-то такой новый опыт, куда-то переехать за границу, кардинально изменить свою жизнь, начать заниматься чем-то другим. Но все постоянно придумывают какие-то отмазки. Кто-то говорит, что у меня же семья, там дети, например, я не могу переехать, это все тяжело, и да, это понятно. А кто-то наоборот говорит, вот я один, что я там буду делать? У меня все друзья, родственники, знакомые здесь. И вроде как тоже таких людей можно понять. Вот как у тебя было? Тебе не страшно было уезжать, там, бросать все, начинать с нуля? Как твои близкие родственники на это отреагировали? Тем более ты девочка, наверняка же говорили, да куда ты одна, ты там пропадешь в Турции, выйдешь замуж за турка. Не было такого. На самом деле мои родственники даже не знали, что у меня в голове Вот он происходит. Да. Что я просто сама даже не знала, что я поеду в Турцию, так как я в Турции ни разу не была, опять же, до этого, в связи с тем же, что я тебе до этого рассказывала. Ой, какой сладкий. У меня Турция вызывала вот эти тоже стереотипы про Тагил, вот этих вот русских, да, Наташек и вот тому подобное, поэтому я никогда даже и не хотела просто путешествовать туда. Не то, чтобы жить там или работать. Но потому что была пандемия, была все закрыто, а Турция была открыта, выбор Ты был в каком небольшой. городе в Турции? Начинала с Анталии. Я люблю Да. Анталию. Мы жили в Анталии. Сколько же мы там жили? Месяца 3, наверное. Очень люблю Анталию. Да. Анталия прекрасна. И вообще, в принципе, моя потом позиция по поводу Турции кардинально поменялась, естественно. Наташки там все вот это, естественно, там это присутствует каким-то краем, но меня это не окружало никаким образом. И, возможно... Главное, какие-то моменты не принимать на свой счет. Да. То есть везде есть какие-то свои, не знаю, там приколюшки, свои какие-то особенности. Просто нужно, наверное, все принимать, не обращать на что-то внимания, где-то быть более аккуратным, внимательным. Вот как-то уметь адаптироваться. Да, это очень хороший навык для тех, кто хочет поехать за границу. То есть, что нужно адаптироваться легко, не пытаться как-то свои правила там устанавливать или пытаться, потому что все еще думают, вот у нас вот так, а почему здесь не так? И по поводу страха... По поводу страха. Естественно, он был. Я, как любой нормальный человек, я понимала, что я умру где-нибудь под забором голодная, потому что я ушла из стабильной работы, и у меня нету 5 и 30 числа аванса и зарплаты. Естественно, я где-то пойду потом попрошайничать на Казанском вокзале. Но... Причем возвращаться, посмотрите, она планировала в Москву, на Казанский вокзал. Да. А заработок как в Турции? Тебя устраивало? Все хорошо? Нет, конечно. Нет, да? Что там? Я поехала на такие копейки, но я просто поехала это не из-за зарплаты. Вообще моя вот эта вся история началась не из-за денег абсолютно. Просто есть какой-то, чтобы базовый минимум покрывал. Может, куда-нибудь сюда? Тоже, наверное, все мокрое. Зарплата, в общем, в Турции тебя не радовала. Но ты не за зарплату уехала, Да. а именно посмотреть? Я просто сменить картинку, потому что мне нужен был какой-то
какой-то такой вот именно кардинально что-то поменять, чтобы пришли какие-то, не знаю, может, новые идеи, вкус какой-то к жизни. У меня потому что был очень такой депрессивный, сложный эпизод, что вот прям, если я одним днем все Обычно так и бывает, да, что что-то хочется кардинально поменять, когда до этого что-то такое, ну, в стресс вгоняло тебя или как это? Какие-то события. Да, либо когда ты живешь постоянно в каком-то неудовлетворении, вот вроде кажется, что все хорошо, но по факту ты внутри несчастлив. Хоть ты как-то транслируешь что-то, что, вот, блин, ну, у меня все вроде нормально. Пытаешься себя как-то уговорить, но душа-то лучше знает, что тебе нужно. Поэтому, да, с Турции началась моя прекрасная жизнь, так скажем, заграничная, собственно, которую можете посмотреть также на моем канале. Канал-то появился, потому что я пыталась также найти какую-то информацию на ютубе, допустим, про работу гидом, но ничего не было. Я такая думаю, значит, я буду просто записывать свои впечатления и запишу подробное видео, чтобы там кто-то, кто собирается, посмотрел, и ему было бы полезно. Так, собственно, все и началось. Мой YouTube-канал. И дальше я уже просто не смогла остановиться. Именно я уже поняла, что я возвращаться в Россию я не хочу. Ни в Москву, ни в Хабаровск. Ну и вообще поняла, что другая жизнь есть, и она гораздо шире, чем вот мы привыкли в нашем понимании. Слушай, а скажи, у тебя были какие-то вот знакомые, может быть, кто тоже вот так все бросил и внезапно переехал? То есть какой-то опыт, на который бы ты могла опереться? Нет. Вот это тоже классно. Нет. Ну, я всегда была такая немножечко конченая. Отчаянная. Я сказала конченая. Многие на моем канале также спрашивают, что как же ты не боишься? Я сама не понимаю, как я не боюсь. У меня, видимо, нет в голове таких установок, что мир не безопасен, что везде там страшно или что-то. И мне показывает эта жизнь, что ничего страшного нет. С Турцией я не так и легко не закончила, потому что я поняла, что гидом я больше работать не хочу, а остальное, чем еще можно заняться в Турции, это работать в отеле. И следующие 2 года я провела в прекрасном городе Бодрум, который до сих пор моя любовь, и всем советую, я очень обожаю, и еще надеюсь, что я вернусь. Слушай, ну Бодрум это более такой дорогой город Лакшери. для другой аудитории. Лухари Вилледж, да. Это такое, поэтому, возможно, Анталия и Бодрум, они абсолютно разные люди, абсолютно разные гости. Если там Билл Гейтс паркует свою яхту, как бы, можно понять. Я знаю, там есть ресторан, по-моему, Сахалин называется, известного ресторатора московского. И Новиков тоже есть. Мухин и Новиков, да. Мы за этими личностями следим в Инстаграм, потому что у меня сын занимается кулинарией, ему все это очень интересно. Но на тот момент, когда мы тоже жили в Турции, мы были в Бодруме, увидели этот ресторан, он был такой красивый внешне, но мы посмотрели, сколько стоит там ужин, я уже не помню, там то ли за вход нужно было платить, то ли как, и мы поняли, что мы еще не доросли до такой жизни когда-нибудь потом. Но Бодрум он такой, да. И, собственно, почему я выбрала Бодрум для работы в отеле, потому что контингент соответствующий работы с богатыми людьми, это сложнее, но оплачивается хорошо и интереснее. Много было всего интересного, и такие статусные люди достаточно, с которыми бы я вряд ли как-то в обычной жизни бы пообщалась, а тут я работала, обеспечила им отличный отдых. Ну и для себя интересно прокачать такой навык. Это же страшно. Вот мне, кажется, это страшно все равно с какими-то известными, с богатыми людьми как-то вот, пообщаться рядом. Это надо пересилить себя. Ну, потом ты уже понимаешь, что это просто твои гости, и тебе нужно обеспечить им хороший отдых. Просто сделать свою хорошую работу на отлично свою сделать. И они, естественно, другие. Вот такие люди, они high demand, то есть у них завышенные требования, ожидания, и они платят, естественно, они платят от $1000 за ночь, и, соответственно, не ожидают такой сервис. И... За ночь в отеле. За ночь в отеле, да. Еще плюс ничего не включено, это только завтрак. Все остальное, пожалуйста, дополнительно. Естественно, они и капризные, и если что-то не так, но и очень хорошие, щедрые. Это большой плюс. Так что
Турция, Бодрум. Турция, Бодрум, Как да. устроиться на работу, вам Таня расскажет. Как устроиться, и все про Турцию и про Бодрум у меня тоже на канале есть, потому что я всем искренне советую, если начинаете свой путь в хоспиталити, начинайте с хороших отелей, чтобы получить хороший действительно опыт, потому что сервис в таких отелях, и вас научат правильному, хорошему сервису именно только в таких местах. Слушай, ну а сколько можно зарабатывать? Вот какой-то диапазон, можешь поделиться? Интересно же. Минимальная зарплата всегда в отелях очень маленькая, потому что, ну, как там, не знаю, сейчас просто в Турции я давно не была, считаю, уже, и там инфляция растет каждый день, там, каждый год с ценами там что-то происходит страшное. Я приезжала на первую свою зарплату, 7 тысяч лир она была. Но в отелях там немножко другая система, потому что у тебя еще идут всякие надбавки и плюс чаевые, соответственно. Это работа на чаевых. И, ну, в среднем тут никак не угадаешь, потому что, допустим, надбавки эти тоже разные. У тебя есть оклад, ну, будем грубо говорить, он всегда начинался там $500-800. Это вот все, что ты обязательно получишь, обязательно какой-то платеж. А дальше уже эти надбавки зависят от сезона, насколько загрузка в отеле большая, насколько, ну, отель хороший, да, насколько тоже гости. Слушай, так это было все в пандемию, ты говоришь? Нет, это уже, ну, 2000, ну, уже пандемия это уже проходит, было, да. пандемию ты в Москве пережила, а потом уже поехала в Турцию. Там вот эти все года, соответственно, вот так вот уже потом дальше идут. И чаевые ты тоже никогда не предугадаешь, но там один месяц ты можешь заработать $2000 просто на чаевых, грубо говоря, там, если какие-нибудь хорошие гости тебе сразу дадут $500 чаевых. Как бы. Слушай, ну а как ты считаешь, вот работу в Турции можно расценивать как место, куда ты поедешь заработать деньги, чтобы привезти потом вот, ну, в Россию, там, в семью? Или это больше как смена локации и получение какого-то другого опыта? Знаешь, я могу ответить на этот вопрос так. У кого какие цели? Кто какие цели так и преследует? так можно. Да. Лично я, опять же, Вы уже поняли? да, я со своей финансовой грамотностью, я просто предпочитаю жить и наслаждаться одним днем. И у меня не всегда получалось накапливать там какие-то интересные большие суммы, какие-то стоящие. Но люди приезжают и живут, откладывают, потому что тебе предоставляется питание, проживание, тебе все предоставляется, тебе за это не надо платить, соответственно. А тут уже от тебя зависит, хочешь ли ты тратить эти деньги, хочешь откладывай, как бы, кто как, с какими целями приезжает. Ну, в целом, мне кажется, это очень интересно, особенно для молодых. Для молодых, да, прекрасно. Вот сейчас я знаю, что в России достаточно сложно найти работу, ну, в принципе, всем, но и молодежи особенно. Все хотят зарабатывать хорошие деньги и при этом как-то минимум усилий вкладывать. Ну, вероятно, где-то за границей это будет, по крайней мере, интересно. Вот что самый хороший вопрос, потому что между сезонами в Турция это больше сезонная работа. Ты приезжаешь с апреля там, по октябрь, грубо говоря, в сезон, а зиму тебе надо еще где-то. И я пару раз возвращалась в Россию и работала в российских отелях. Спойлер, лучше этого не делать. Потому что достаточно низкооплачиваемая работа, и никаких тебе плюшек в качестве проживания, питания, ничего тебе там такого не предоставляют, но и достаточно стрессовее, чем где-либо это было в России. И очень много молодых людей со мной работало, ребят молодых, у которых хороший английский. В хоспиталити ты не можешь работать без английского. Тебе надо знать его. И молодые и работают вот в отелях в России, да, они заканчивали туризм, многие туризм. Я говорю, почему вы не едете в Турцию, в любую страну, где вот есть отели? Страху чего-то нового, неизвестного. Для молодежи, мне кажется, у тебя нету каких-то, не знаю, корней, вот каких-то, ты свободен, Для меня это, честно, я не знаю, непонятно. Видимо, действительно, только страхи в голове тебя сдерживают, потому что, как правило, что у тебя в 20 лет есть? Такого ценного. Не знаю. Вот мы переехали в 20 лет из Хабаровска, и я помню, что мне тоже было страшно.
Но у нас так получилось, что я уехала за супругом. То есть у меня не было выбора. Это не то, что было мое решение. Но мне все равно было как-то вот тревожно. Я большую ответственность чувствовала. Плюс мы приезжали еще с ребенком. Поэтому да, вот, наверное, не то, что страх, вот какое-то чувство ответственности мной руководило. Это просто они пришли, да, есть кошки, насыпали еду. Ну, видимо, все, да, очень индивидуально. У меня в 20 лет ничего не было, и мозгов в том числе. Если бы вернуть действительно меня в 20 лет, на самом деле... Мне кажется, ты бы ничего не поменяла, ты бы все равно уехала. А я и поменяла изначально. Я просто очень сильно в студенчестве. Есть такая программа Work and Travel, когда ты можешь поехать в Америку на лето. И спасибо моим родителям, они дали мне денег. На 3-м курсе я съездила. Вот 20 лет, поэтому мозги у меня были, слава богу. И благодаря вот этому опыту, вот тогда еще я поехала одна из Хабаровска, я поехала в Америку по этой программе на 6 месяцев. Тогда английского у меня не было вообще. Ну, школьный, да? Да, ну на уровне my name is, вот это вот Татьяна и все. И вот это действительно изменило, скорее всего, мою жизнь в этом ключе. Единственное, что я поменяла в тот момент, потому что я вернулась, я продолжала учиться в университете, и я застряла опять в Хабаровске на сколько-то лет. Хотя я могла бы уже тогда, после того опыта, продолжить, так сказать, уже еще раньше начать. Возможно, было бы еще намного интереснее жизнь чуть пораньше, но, видимо, так должно было быть. Слушай, после Турции ты решила поехать После куда? Турции... В Оман, да? Нет, у меня еще был Дубай. Я до сюда, кстати, ни разу еще в Олимпийский парк не доходила. Я даже не знала, что здесь что-то есть. После Турции я уже не захотела, опять же, возвращаться в Россию. Думаю, надо попробовать что-то другое. И, естественно, очень легко попасть на работу на Middle East. Это Дубай и вообще все страны Middle East для русскоговорящих очень, в принципе, несложно достаточно. Не знаю, почему все думают, что это сложно. Но там есть свои минусы, о чем я тоже рассказывала в своем видео, моем самом популярном видео, почему я убежала. Да, почему я сбежала через 1 месяц. Собственно, я там все рассказала в подробностях, если интересно, гляньте. А так, там очень много работы, если вкратце, очень мало платят. И, сам по себе Дубай мне вообще не зашел. Мне все равно важно, где ты живешь, потому что ты наполняешься как-то энергией города, и интересно тебе должно быть, по крайней мере. Но там все вот это фейковое какое-то, как мне показалось. И работа в отелях там больше похожа на рабство, потому что то, что тебе там платят, эти какие-то там несчастные $1000, и как ты там работаешь. Хотя, казалось бы, все думают, что Дубай, там должны быть такие зарплаты, такие, потому что там же, соответствующее. Но нет, ты там раб просто. На галерах, и, соответственно, я убежала оттуда, сверкая пятками. Но это лично мой опыт. Тот там живет и радуется, и кайфует, как бы. Все индивидуально. Слушай, в нашей семье у нас доход из России, да, онлайн. То есть, по факту, мы могли бы выбрать любую страну, где мы могли бы жить. И мы тоже думали, что, может быть, нам и в Дубай поехать, но мы как-то сразу отсекли вот эту мысль. И Таиланд, он все-таки такой какой-то родной, спокойный, уютный. Как-то тут все проще. Тут не надо выживать. Тут можно действительно жить на любой кошелек. Да. И с небольшим бюджетом, и с большим. А в Дубае у тебя такой опции нет. Это жизнью не назовешь абсолютно. И там бедные индусы, и вообще вот это вот все. Как бы, да, там такой контраст очень, потому что у нас... В общем, в Дубае не едем. Дубай... тут видишь, я говорю, я знаю и тех, кто действительно живет там по несколько лет, работает в отелях, и все прекрасно. Там есть, возможно, какие-то такие плюсы, но не для меня. Но следующей моей остановкой был Оман. Опять же, после Дубая я очень сильно боялась, что Оман будет тем же самым экспириенсом, потому что тоже Middle East и рядом с Дубаем находится арабская страна. Но меня привлекло то, что там другие условия работы, выше зарплата. И у меня позиция была выше, которую мне предложили. Уже карьерный рост, новый отель. Там тоже можете посмотреть на моем канале обо всем. Но Оман... Я опять же убедилась, что Middle East это не для меня. Все-таки
не мое это арабские страны. Как путешествие, как просто страна. Оман самая выигрышная из всех стран Middle East. Туда съездить, там и море, и горы, и пустыни, все это в одном месте. И очень красивая действительно арабская культура. Ты там можешь, правда, ее подчеркнуть, если интересно вот именно поехать ради этого. Так, ну а по зарплате, если сравнивать, По зарплате, куда лучше ехать, работать? если из Middle East, или вообще, в принципе, Ну, вот из твоего пути, да, из твоего опыта. из моего Если бы опыта... ты сейчас советовала кому-то ехать за границу работать, если бы вот я к тебе обратилась, сказала бы, слушай, ну вот я хочу, мне так все надоело, хочу куда-то поехать за границу, поработать, ты бы что мне посоветовала? Что тебе в итоге понравилось больше всего? Это очень сложный вопрос, потому что, видишь, все люди разные, да, опять же, да, и все разное, и где-то вот есть что-то преобладает, какие-то плюшки там чего-то, но одновременно что-то проседает, и как бы нету такого какого-то, я еще не нашла этот баланс, где как бы все было бы хорошо, и зарплата, и условия, и работа. По зарплате Оман меня выигрывал, естественно, по интересности работы и какой-то движухи Бодрум. По комфорту и спокойствию жизни Таиланд. Мой мини-рейтинг. Слушай, ну в Таиланде ты уже год получаешься. Да, тут То я есть сменила. примерно такое же время ты проводила и в других странах, и там, через год ты уже принимала решение, что что-то не то, нужно что-то менять, двигаться дальше. Вот ты год в Таиланде. Какое твое мнение про Таиланд? Насколько тебе нравится? Или ты уже тоже начинаешь задумываться, что, может быть, нужно что-то еще посмотреть, куда-то еще поехать? Ну, у меня, видимо, просто уже это стало, как сказать, как привычка такая, что у меня как дофаминовые эти качели, что я вот в одну страну приехала, поработала, посмотрела, теперь знаю, как там что. Поначалу ты приезжаешь в новую страну, ты же адаптируешься, тебе там даже поход в магазин кажется каким-то Ну просто... да, все интересно. Да, все это разглядывать, там все вот это, как там, что карточку открыть, банковскую, то все. И потом все это сходит, ну, как бы в обычную жизнь, да, в обычную рутину, ты уже ничего не замечаешь. И вот эти дофаминовые качели меня до сих пор катают. То, что я понимаю, что вот я уже, как бы все уже, ну, Уже спокойная, размеренная жизнь, уже все понятно, да. да? Все, работа, дом, вот. Как Ну, бы. тебе пока комфортно, и ты пока нет таких мыслей, что нужно куда-то там, двигаться. Да. Они начинают просачиваться в мою голову, если уж честно говорить. Я вообще очень сильно выгорела из хоспиталити, из отельной вот этой сферы после Омана. И мне прям вот захотелось либо взять перерыв от этого всего, но в Россию также не хотелось мне возвращаться. И я такая думаю, есть такая штука, как преподавательство вообще английского в Азии, не только в Таиланде, во Вьетнаме. Еще Вьетнам очень популярный на самом деле, потому что там платят больше. Не сильно намного, но побольше платят. Во Вьетнаме, да? Да, во Вьетнаме учителям английского. И входной порог у тебя, то есть тебе нужно высшее образование, хорошее знание английского языка, и все. Какого уровня вот достаточно будет? B21. Даже Достаточно? можно, да, может даже B1. Я могу пойти учиться. Ты можешь пойти, в садик можешь пойти, да. А что там учить? Вот яблоко, вот груша, Apple, банана. Слушай, ну я видела твое видео, где ты там с микрофоном поешь песни. Столько детей, это вообще с ума сойти, мне кажется. А я и сошла. Как бы, да. То есть это надо изначально туда психически таким вот подготовленным, либо более легким ехать. Если тебя уже периодически что-то накрывает кукушечка, то надо еще подумать, а надо ли оно тебе. И вообще, если вы любите детей, если просто ненавидите. Я, конечно, к детям, у меня самой нет детей, и я очень нейтрально относилась всегда, как бы, не то, что я прям там их ненавидела и не любила, но и сильно любви тоже не испытывала, будем так говорить. Не, ну дети еще разные. Да, есть, дети разные поэтому есть, конечно. какие-то прям смотришь, умиляешься, а когда ты думаешь, боже мой, да сколько можно орать. А когда их, 30 человек в одной этой группе, и все То они ты там думаешь уже, только сколько можно орать. Да, что? И еще и на тайском. Они там все орут. Поэтому, да, это такая работка не из
легких, но, опять же, это для меня оказалось она не из легких. Потому что, насколько, я, наверное, миллион раз говорю о том, что мы все разные, кому-то работа не бей лежачего, кайф, что ты там показал картинки, отвел 4 урока, все, тебе платят деньги, у тебя стабильная работа, которая тебе позволяет легально жить в Таиланде, отдыхать, ездить там на выходных на острова. Ну, чем не мечта, да, грубо говоря. Для меня просто всегда тоже важно, чем я занимаюсь. Не просто где я живу, а чем я занимаюсь. Потому что если я совсем не могу терпеть, да. что я делаю, то не для всех это важно, знаешь? Не для всех, да? Платят, как бы, опять же, цена приоритетов. То, что каждый, кто зачем едет, тот то и получает. Как бы. Но мне казалось этого недостаточно. И вот сейчас работаю в старшей школе. Я после полугода убежала тоже с садика. И да, сейчас в старшей школе в Бангкоке все хорошо. Слушай, ну тут я вообще знаю, что очень многие тайцы, они действительно учат английский язык с детства. И вот мне интересно было, это прерогатива каких-то обеспеченных тайцев или это вообще во всех школах подряд детки учат английский язык, вот даже не в школах, а с детского сада. Тут потому что система образования немного отличается. Я так поняла, что дети ходят в детский сад, и это уже такая первая ступень образования. Это уже как школа у них считается, да. Вот я работала в частном садике изначально, и сейчас я работаю в государственной школе. И везде есть иностранный учитель. Скорее всего, это какая-то политика именно государственная, что иностранный учитель, но в частных школах больше это не иностранная, не политика государства, а политика школы заработать денег на родителях. Соответственно, мол, посмотрите, у нас вот native speaker из Америки. Ну, мне кажется, это и большой бонус тоже для детей, когда они начинают погружение в английский язык вот с самого детства. Потому что я хочу заметить, что здесь английский преподается совсем не так, как в России. Это у нас в России в школе английский там 2-3 раза в неделю по 45 минут. А здесь дети просто целый день говорят на английском, да? Ведь? Но это в зависимости от программы. Если у тебя в тайских школах есть English program и Thai program. Соответственно, на English program там все предметы ведутся на английском. Если обычная тайская программа, то там только английский язык ведется. Это считается более такая классная международная школа, когда там изучение, когда она дороже, учишься, вот дороже. Но это не как международная, это все равно тайская, просто вот у них там есть внутри 2 программы. Международки это отдельный прям тут кластер, что там, там вот все, естественно, на английском, и все на английском. Но туда и берут действительно преподавателей только нейтивов. Ну так вот почему очень многие тайцы, они действительно знают английский язык. Не потому что они там сами дома учат, а потому что они эти знания получают еще со школы, и они вообще получают школьное образование на английском языке. Ну, не все, ты знаешь. Не все, все. Это очень такой маленький кластер. По моему субъективному мнению, показалось, что все, кто более обеспеченные, они вот именно в таких школах обучаются. Они либо в школах, либо в университете. Не знаю насчет университетской системы, как у них, но именно тайская сама система образования, она, конечно, оставляет желать лучшего. Именно базовая, да, имеешь в виду? Да, о том, что здесь нет системы. Я уже тоже частично делилась в своем телеграм-канале и в своем ролике про работу учителем. Здесь нет проигравших, если так скажем, да? То есть даже если ты ничего не учишь, даже если ты сдашь вот тест, пустой лист, ты все равно пройдешь дальше. Тебе учитель поставит там, не высший балл, но средний поставит, даже за пустой лист. Поэтому у детей здесь нет мотивации стараться. У большинства своем, что, они знают, что не пройдут. У меня многие там спят на уроках, играют в телефон, и как бы... Ну, а может, оно так и надо? Или были такие мысли? Я когда вот не нас знаю, из-под палки вот эти синусы, косинусы, зачем это все надо? Я поняла теперь, да? Мне кажется, что это просто, чтобы мозг работал, чтобы ты учился находить какие-то вариации, какие-то пути. Я вот синусы, косинусы не применяю в своей жизни, но мозг более гибкий становится.
Как будто только для этого. Ну, может быть, может, какая-то дисциплина, что вы... Я просто, ну, честно говоря, я, допустим, ну, все же, вот ты знаешь какого-нибудь известного тайского ученого, известного тайского, не знаю, Ой, я, наверное, специалиста? так всё глубоко не погружалась во всю эту культуру. Ну, я считаю, что здесь все-таки есть минусы вот в такой системе образования, когда совсем, ну, тебе совсем пофиг, ты все равно выпустишься. Ну, просто нет желания и мотивации для учителей нет, на самом деле, работать тоже. Потому что, ну, есть, конечно, такие умняшки, хорошие ребята, которые действительно хотят чему-то научиться, но их очень мало в классе, очень мало. Предлагаю пойти на уточках покататься. Согласна. Еще особенно я не каталась, они тут бесплатные. Да. И в Бенжикете парке тоже есть уточки. Или там, может, не уточки. Там Они там лебеди, тоже по-моему, бесплатные? беленькие. Да, бесплатно. Вообще такая погода, да, ну, вот на видео смотрится, как будто глубокая ось. Такие цвета коричнево-желтые. Да, кстати. Но сейчас-то как бы и не лето, Ну, все да. равно январь. Ну, все равно выше 30 градусов. Да, сегодня еще какой-то тропический ураган мы словили. Решили записать видео, называется. Ну, в этом плане, да, Таиланд, конечно, Бангкок хороший. В плане- Гостеприимный. Очень гостеприимный, да, очень теплый. Я тоже сюда не хотела ехать из-за, опять же, из моих дебильных стереотипов о странах, в которых я не была раньше. Каюсь, вот прям всегда тоже что-нибудь понаслушаюсь и себе там о стране такое придумаю. А потом приезжаю, такая думаю, блин, Таня, ну ё-моё. А бывает еще в разные моменты жизни хочется конкретно чего-то другого. Вот, может быть, приехав ты сюда в 20 лет, может, тебе бы не понравилось. Да, согласна. Все, вот всему свое время. Это правда. Это касается, мне кажется, всего. Потому что мы меняемся, и наше мировоззрение меняется. На какие-то вещи мы смотрим уже по-другому абсолютно. Я прям очень хорошо отслеживаю по себе, насколько я меняюсь. Еще и с жизнью в разных странах, понимаешь, что как ты можешь сравнить что-то. И уже да. Мне вообще кажется, что в Таиланд надо приезжать, когда вот вы уже побывали в Европе, пусть в тех же Штатах, там тоже свои особенности. Вот я знаю, есть много, слышала всяких историй. И Таиланд — это как место такое, я не знаю, как это, последнее пристанище. То есть он тебя примет в любом случае, в отличие от многих других стран. Да, согласна. Я даже не слышала, по-моему, негативных каких-то отзывов. Слушай, ну неужели ты не слышала, что Бангкок большая помойка и все такое, про эти Бангкок тараканы, именно, бомжи, люди голые там спят на улицах, Это да, это я слышала. запахи постоянно везде. Да. Ну, обычно все хвалят все равно, потом все приезжают куда? Все приезжают на Пхукет, Паттайю, все. Это вот считается Таиландом. Ну да. А есть же столько прекрасных городов, север Таиланда. Я до сих пор до него не доехала, конечно, но очень хочу Тоже Чангмай. Да, мы тоже хотим. Вот в ближайшее время прям в Чангмай хотим поехать. Какие няшечки, обнимашечки. Вот смотрите. Любовь за хвостик вот так. И да, Чангмай, Чанграй, вот север Таиланда, он абсолютно другой. Но есть фраза «не путайте туризм с эмиграцией». Поэтому обычно Ну, это правда. всегда, даже когда приезжаешь, и у тебя тоже может загореться глаз, вау, все круто, когда ты приезжаешь как турист. Как все круто, а потом твои розовые очки, когда ты сюда переезжаешь жить, разбиваются стеклами внутрь. Начинается вот эта бюрократия какая-нибудь, потом визовые вопросы, медицинские, вот это все. Поэтому тоже тут надо быть осторожным и аккуратным. Вот, кстати, ты когда приехала в Бангкок, у тебя, может быть, есть какие-то истории прям про то, как разбились твои розовые очки или... Мои Всё до сих пор более-менее продолжают разбиваться периодически. Я просто уже настолько привыкла к всяким этим историям, я уже не воспринимаю это очень сильно, но именно Таиланд меня пошатнул в плане визовых вопросов. Казалось бы, я работаю здесь официально, и у меня здесь есть рабочая виза и рабочее разрешение. Но я до этого, когда работала во всех странах, я никогда этого вопроса не касалась. Представляете, всем этим занимался работодатель. Ты просто дал свой паспорт или там какие-то данные и получил свое там рабочее разрешение. Все, живешь легально. Тут ты делаешь все сам, ты платишь за все сам,
Постоянно Таиланд меняет какие-то правила. Сегодня вот так, завтра вот так, послезавтра вот так. И вот вроде я только прошла этот процесс с одной школой, грубо говоря. Я перехожу в другую школу, мне надо это все заново. И по-другому уже, не так, как я делала до этого. И вот это меня действительно очень сильно триггерило. Я прям очень сильно психовала. И всегда во всех своих видео я говорю, что это последний раз. Последний раз, когда я этим всем занимаюсь, этим учительством. Ну, это выматывает, потому что кажется, что ты переехал, да, и все, ты живешь там какую-то свою спокойную жизнь. Но когда ты каждый раз сидишь как на иголках, и вот ждешь, что у тебя виза скоро заканчивается, и тебе нужно, вот я не знаю, там у многих это какие-то бордер-раны, либо продление визы. То есть вот многие люди выезжают, и на самом деле они не знают, получится у них сюда вернуться, или что-то может пойти не так. Ну, вот это очень сильно так подшатывает. Особенно тревожным людям. Привет вам, я с вами. Это очень сложно. Это очень сложно. Меня прям это конкретно накрывало, потому что даже последнее мое видео было на эту тему, что я ездила получать свою рабочую визу в Лаос. И меня не хотели выпускать из Таиланда, потому что Таиланд изменил правила. Тут на днях там что-то с Камбоджей у них случилось, и были замешаны в этом русские и украинцы, и они всех начали вот так вот. Русский паспорт, все. Давай, лети, вылетай из страны. Это когда было? Да вот буквально назад, до Нового года, перед Новым годом, да. А мы, я думаю, что примерно в это же время летали в Японию. Это было где-то 10 числа декабря. И у нас произошла такая история, когда мы из Японии уже вылетали сюда, в Бангкок. Нас на посадке тоже очень долго проверяли, расспрашивали. Летали еще с моей мамой, у нее другая фамилия, и они нас допрашивали, кем вам приходится этот человек. Вы сейчас залетаете в Таиланд, сколько дней вы там будете, есть ли обратные билеты. Что же говорить о нас? Или о бурдеранщиках, которые... Или ДТВ, там эта виза сейчас. Тоже их всех. Да, вот, кстати, ДТВ сейчас так активно рекламируют, но у меня такое впечатление, что эта виза не является гарантией того, что у тебя тут будет все хорошо, классно, что ты сможешь открыть карту там в любом банке. А ты не сможешь открыть карту? Да, она тоже достаточно Да я с рабочей сложная. даже не могла открыть. Поэтому тут тебе гарантии ничем не является. И вот в этом плане, что мне не очень нравится эта неустойчивость, в плане того, что сегодня вот такие правила, а вот я здесь только столкнулась с этим. Я все-таки человек более-менее пытаюсь быть стабильным таким, хочется как-то жить в стабильности. Да, хочется, чтобы была стабильность. А тут вот потом просыпаешься, все, тебе там заново надо вот эти документы делать, вот это, выезжать куда-то. И, это все тоже и деньги, и как бы ты должен планировать это все, и как-то там, не знаю, деньги не то чтобы там большие, но я сейчас просто считаю, сколько я потратила на переезд сюда, сколько я потратила на всякие эти визовые моменты, на жилье, на все. Я просто столько здесь не заработала. Я ушла в минус. Но я как бы словила дзен собак в плане того, что получила какие-то другие плюшки для себя, но в плане того, что затраты и то, что я здесь зарабатываю, это так просто на покушать. Добрый день. Продолжение. Мы поплыли, но вот сейчас у меня концентрация будет очень сложна, потому что мне необходимо контролировать дорогу. Крутить. Давай я за педали, ты за штурвал. А все равно тут надо вдвоем, наверное, крутить. Потихонечку так вроде бы нормально. Так, право. Подожди, сейчас я еще... Ага. Мне надо прямо, чтобы он ехал. Да, визовые вопросы, конечно, здесь утомляют, но, как мне кто-то однажды сказал, это стоимость жизни спокойной в Таиланде. Слушай, ты сейчас, получается, преподаешь деткам уже не детсадовского возраста, а постарше, да? Да. Сколько лет? У меня сейчас старшая школа, мы едем куда-то в этот. Я вспомнила, что надо рулить. Да, вы. Я сейчас работаю в школе для девочек только. И преподаю, у меня дети от 12 до 17 лет. Уже такие прям осознанные, взрослые. Да. Это у тебя частная школа или государственная? Это государственная школа, просто там тоже есть вот это вот English program и не English program. Поэтому у нас тоже там много иностранных учителей, но в основном все нейтивы. Я как-то записалась в среду нейтивов
очень интересным способом. Хотя у меня, ну, возможно, потому что, когда я говорю на английском, у меня нет русского акцента. Кстати, вот русским всем очень тяжело избавиться от вот этого пресловутого русского акцента. Как ты это поборола? Интересно, очень хороший вопрос. Я никогда об этом не думала. Я всегда просто, видимо, пыталась повторить. С детства я слушала там эти песни, там все американские, и пыталась петь на этот же манер. Да, и смотрела сериалы, много сериалов на английском, и повторяла. Это очень хорошая техника, называется shadowing. Типа, когда ты просто повторяешь именно с акцентом. И таким образом... Ну, и мне просто не нравится наш русский акцент, я вообще... Слушай, а у тебя бывает такое, что ты приходишь куда-то в магазин, например, слышишь русскую речь, и чтобы, скажем так, не спалиться, начинаешь говорить на английском. Там, может быть, кто-то звонит, и ты начинаешь говорить на английском. Вот у меня такое бывает, когда я не хочу с кем-то сталкиваться, ну, как-то языками, я такая делаю вид, что я не понимаю. Да, наверное, не было еще такого. Очень интересный факт, что тебя по лицу все равно видно. У нас нет смолтоков, то есть даже с тобой никто не поздоровается. Даже если вы будете русские и понимать друг друга, и понимать, что вы адекватно, да, реально стоите, но вы не начнете разговаривать. У нас нет этого в культуре, что ты просто с знакомым человеком такой: о, как там вы вообще поживаете? Но есть зависимость тоже, наверное, от темперамента людей. Кто хочет начать разговор, тот начнет. А тебе нравится работа учителем? Хороший Или это вопрос. пока такое что-то вынужденное? Это больше просто как хорошая возможность именно лично для меня, потому что я по образованию не преподаватель, я по образованию юрист. И для меня это больше как реальная, просто легальная возможность жить жизнь и работать, и находиться легально в стране. И плюс это был такой передых от hospitality, где у меня не было ни графика рабочего, нормального, ничего. А тут ты пришел, у тебя с 7:30 до 4:30 рабочий день, но мы уходим даже раньше. И у тебя 2 выходных, ну, ты живешь ты обычную такую свою жизнь. Да, никто тебя не тревожит после работы, там никакие тебе... Ну, ты еще вроде преподаешь как-то онлайн, да? Не онлайн, а частные уроки в таких всяких тренинг-центрах тоже для тайских. Я только сейчас подумала, что, наверное, на видео катамарана, да, будет как будто бы на заводе. Если бы я работала, наверное, удаленно, я бы не задерживалась в стране надолго. Потому что все-таки столько интересных мест, которые еще не изведаны. Слушай, а как по деньгам? Вот ты зарабатываешь, тебе хватает? Я уже изначально сказала, что мне хватает на покушать. На покушать. Если ты не native speaker, то тебе платят там минимальная зарплата 35 тысяч бат. Это $1000. Нейтивам платят чуть побольше, потому что да, нейтивы. Еще меньше тут платят людям, кто не белой внешности. Это филиппинцы, индусы там и тому подобное. Им платят там 20 тысяч бат. Это совсем печально на самом деле, но здесь такой расизм, потому что если ты белый, все, ты 35 своих тысяч получишь. Но я сейчас получаю 40 тысяч бат, это 1200 где-то долларов. Но естественно, это мало. Ну, для меня, потому что я получала больше в жизни. Но сейчас я выбираю именно спокойствие и комфорт, не денежную какую-то эквивалент. А снимаешь ты за сколько больше? Снимаю, да, я $300 у меня кондо, месяц 12 тысяч бат. Коммуналка там в районе. Ну, то есть у тебя где-то 35 остается. 1000 бат на день, получается. Где-то да. Где-то вообще, я как-то увлекалась, мне просто было интересно посчитать, сколько денег нужно для, скромной, но нормальной жизни в Таиланде. И я для себя поняла, что вот на питание, на проживание 350 в день на человека, скажем так, можно выжить. То есть можно при этом вкусно кушать, но это будет очень так скромненько, бюджетно. Это без затрат там, на аренду жилья, там, на какие-нибудь
Покупка одежды я не брала в расчет. То есть, никаких дополнительных трат. Вот 350 бат. И периодически мне интересно проводить такие челленджи внутри семьи. Да, зависит от того, что какие тоже у тебя запросы. Тут можно, конечно, каждый день есть на улице рис за 50 бат. И ты можешь и на $100 прожить, и снимать квартиру тут есть и за 3 500 комнаты в тайском стиле, и за 5000 бат. Но как бы я не совсем уж приехала в такую-то. Да. Мы тут чуть-чуть загулялись, и у нас уже свечерело. Но вроде бы, мне кажется, мы все такое основное, самое интересное рассказали. Но, конечно, осталось еще очень много у меня интересных вопросов. Я еще могу рассказать про жизнь в провинции Таиланда, потому что первые полгода я жила в провинции глубокой, и уже вторые полгода, можно сказать, уже в городе. То есть я могу сказать и плюсы, и минусы жизни и там, и там. Да, вы задавайте вопросы вдруг, если, может, что-то конкретное, Да, интересное кстати. в комментариях. Да. Все читаем, все отвечаем. Все, и подписывайтесь на канал Татьяны. Не турист, а экспат. Вот тут будет картинка. Ой. Дети, они везде, цветы жизни, Да. пожалуйста. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, Да. пишите комментарии. Увидимся в следующих Все, видео. всем пока.